Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о шмелях. Что мы знаем о них? Многие скажут: видели, знаем. С детства слышали этот неповторимый низкий бас над цветущим лугом. Мохнатые полосатые медвежата летают летом вместе с пчелами и, скорее всего, опыляют растения. Только летают они в основном поодиночке, и их не так много, как пчел. И лучше им не мешать, ужалить могут. Еще в древние времена люди заметили, что шмель трудится с самого утра до заката, опыляя то, до чего другим не добраться. И то, что шмели одни из лучших опылителей в холодную погоду, мало кто знает. Пока пчелы прячутся при малейшем дожде, шмель продолжает свой рейс. Да и многие ученые долгое время ломали голову над его полетом. По всем законам аэродинамики он летать не должен, но шмелю все равно, он просто берет и взлетает. А где они живут? У пчел вон какие улья, даже человек им их делает ради сладкого угощения меда. А шмели делают мед? Шмелины, наверное, самые вкусные. Как зимуют? Не могут же они, как птицы, улетать на юг? Почему такие большие? Почему мохнатые? И почему полосатые? Если разобраться, вопросов на самом деле очень много. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о пушистых тружениках поподробнее. Поехали! Шмель – это уникальный представитель животного мира, который в строгой научной классификации занимает почетное место среди наиболее организованных насекомых. Он относится к типу членистоногих, классу насекомых и отряду перепончатокрылых. Его ближайшими родственниками по отряду являются осы и муравьи, и, конечно же, пчелы. Шмель входит в обширное семейство пчелиных или пчел настоящих. Внутри этого большого семейного круга шмели занимают свое особенное, уютное местечко, образуя свой собственный, ни на кого не похожий род шмели. Только представьте, по всему миру, преимущественно в нашем северном полушарии, летает около 300 различных видов этих мохнатых гигантов. У каждого из них свой наряд, свой характер и свои любимые цветы. Давным-давно, миллионы лет назад, пути дорожки ос, пчел и шмелей разошлись. В то время как осы остались грозными охотниками, шмели выбрали путь мира и доброты. Они стали убежденными вегетарианцами, решив, что нет ничего вкуснее и полезнее сладкого цветочного нектара и ароматной пыльцы. Но и от своих сестер медоносных пчел они тоже отличаются. Пчелки любят строить огромные города-улья, где тысячи жителей зимуют вместе в тесноте и тепле. А вот шмели – приверженцы маленьких уютных сезонных семей. На всех мы, конечно же, не посмотрим. 300 видов – это много, но на некоторых обязательно. И попутно узнаем, где они живут. Земляной шмель – самый массовый вид с классическим окрасом. Две желтые полоски и белоснежный кончик хвоста. Обладает огромными семьями до 600 особей и высокой предприимчивостью. Обитает по всей Европе и Азии, гнездится исключительно под землей, часто занимая заброшенные норы грызунов. Норовой шмель – близнец земляного, но изящнее, а его полоски имеют более холодный лимонный оттенок. Отличается невероятной холодостойкостью, распространен в лесной зоне Евразии, от Британии до Японии. Любит селиться в глубоких норах и пустотах в почве. Просыпается очень рано, посещая первые весенние первоцветы и ивы в поисках нектара. Каменный шмель – настоящий красавец с угольно-черным телом и ярко-оранжевым или огненно-красным кончиком. Самый миролюбивый вид, редко проявляющий агрессию. Живет в Европе и Западной Сибири, обожает открытые пространства и сады. Свои гнезда обустраивает в пустотах между камнями, старых каменных стенах, кучах щебня или под фундаментом домов. Полевой шмель – самый рыжий и пушистый. У него нет четких черных полос, все тело покрыто золотисто-коричневыми волосками и обладает очень длинным хоботком. Встречается повсеместно в Евразии, включая всю Сибирь. А это луговой шмель, маленький шмелик-спринтер с оранжевым кончиком брюшка. Развивается быстрее всех. Его семья успевает завершить цикл жизни уже к середине лета. Обитает в Европе и Сибири. Предпочитает опушки лесов и городские парки. Гнездится как под землей, так и над ней. В дуплах или скворечниках. Часто основывая 2 семьи за сезон.
Садовый шмель, обладатель самого длинного хоботка, до 2 см, имеет вытянутую голову и 3 желтые полоски. Настоящий специалист по глубоким цветам, вроде клевера. Живет в Европе, Северной Азии и Новой Зеландии. Любит сады и луга. Гнездится неглубоко в земле или в подстилке, создавая небольшие, но очень эффективные семьи-труженицы. Лесной шмель. Самый маленький и редкий шмель. Окраска бледная, серовато-желтая с темной перевязью. Встречается в умеренном поясе Евразии, но популяции сильно сокращаются. Обитает на нетронутых диких лугах и опушках. Моховый шмель. Выглядит как золотистый меховой комочек без черных волосков. Очень спокойный вид, имеющий статус биоиндикатора чистой экологии. Обитает в Европе, России и Казахстане. Предпочитает заливные луга и болота. Мастерски строит наземные гнезда из мха, напоминающие кочки, и из-за чего часто страдает от сенокосов и выгула скота на пастбищах. А на севере обитает полярный шмель, арктический экстремал, с очень длинным мехом и высокой способностью к самообогреву. Единственный опылитель многих растений Крайнего Севера. Живет в тундре, Гренландия, Канада, север России и активен всего несколько недель в году. Чтобы успеть вырастить потомство за короткое лето, работает круглые сутки под полярным солнцем. В суровой тундре жужжит и северный шмель. Крупный полярный витязь с ярко-рыжей грудкой. Правда, ведет себя как кукушка, только подкладывает он не яйца, а поселяется сам. Его матки захватывают чужие гнезда. Она проникает в гнездо полярного шмеля, убивает хозяйку и заставляет пленных рабочих кормить все потомство, чтобы успеть до холодов. Таких в роду шмелей видов немало. Это шмели-кукушки. Шмелиные паразиты, утратившие корзинки для пыльцы. Они имеют очень толстый панцирь-броню и длинное жало для битв внутри чужих гнезд. Живут везде, где есть его виды хозяева, обычные шмели. Они не строят дом и не собирают еду. Самка проникает в чужую семью, маскируется запахом и захватывает власть, заменяя королеву и эксплуатируя чужих рабочих. А самый большой и массивный шмель на планете – это шмель Дальбома или маскардон, прозванный еще и летучей мышью, весь ярко-оранжевый и размером с маленькую птичку. Обитает такой здоровяк только в умеренных лесах Чили и Аргентины, живет в лесных пустотах и дуплах и, к сожалению, вытесняется завезенными европейскими видами и находится под строгой охраной как уникальный символ Южной Америки. И даже описав десяток видов, мы видим и понимаем, с виду они отличаются, пусть и немного. Где-то шубкой, а где-то и поведением. А еще узнали, что они живут в Арктике, в Заполярье, а это очень суровый край. Шмели – это настоящие покорители северных широт и высокогорий. Если их ближайшие родственники, медоносные пчелы, предпочитают более мягкий климат и боятся суровых зим, то род шмелей чувствует себя в прохладе как дома. Естественный ареал охватывает умеренные широты Евразии и Северной Америки. Их можно встретить даже там, где другие насекомые-опылители попросту не выживают. В арктических тундрах и на альпийских лугах, высоко в горах тропических регионов. Но кое-где они не встречаются. Например, в Африке. Шмели – это существа умеренных и холодных широт. Большая часть Африки для них – это тепловая ловушка. Густой мех и энтодермия, способность вырабатывать тепло, помогает на севере, но в условиях африканской жары шмель быстро перегревается и погибает. Небольшие популяции шмелей есть только на самом севере Африки, вдоль побережья Средиземного моря, где климат похож на европейский. Пройти дальше на юг им мешает Сахара, огромный барьер без воды и цветов. Нет их и в Австралии. Исторически шмелей в Австралии не было по чисто географическим причинам. Шмели эволюционировали в северном полушарии, и они просто не смогли перелететь океан, чтобы добраться до изолированного австралийского континента. Сейчас в Австралии шмели находятся под строжайшим запретом. Правительство боится, что они вытеснят местных уникальных насекомых-опылителей и станут опасным инвазивным видом.
Но на острове Тасмания, рядом с Австралией, шмели все-таки появились в 1992 году. Скорее всего, их завезли случайно. Там они отлично прижились, что очень беспокоит местных экологов. Осталась Антарктида, но здесь все просто. В Антарктике слишком холодно, даже для таких морозостойких существ. А самым узнаваемым и распространенным видом в Евразии является земляной шмель. Именно его мы чаще всего встречаем на цветах. Он встречается повсеместно, от берегов Атлантического океана в Европе до Центральной Азии. Его можно найти и в южных районах Сибири, и в Средиземноморье. Этот вид универсал. Он легко приспосабливается к разным условиям. Живет в лесах, степях, на полях, в городских парках и на дачных участках. И на его примере мы попытаемся объяснить устройство жизни почти всех 300 видов шмелей, так как он обладает всеми классическими чертами своего рода. И начнем мы с анатомии. Если посмотреть на шмеля повнимательнее, сразу понимаешь, перед тобой настоящий пушистый тяжеловес. Этакий бронированный внедорожник в мире перепончатокрылых. Его тельце, как у других крылатых мастеров, устроено очень мудро и разделено на 3 важные части: умную голову, сильную грудку и пухленькое брюшко. Природа наделила шмеля очень крепким и плотным телом, которое, как и у его дальней родственницы пчелы, защищено прочной хитиновой броней. Но шмель пошел дальше. Он оделся в роскошную меховую шубу. Шмели — настоящие модники дикой природы, чей наряд продуман до мелочей для выживания в самых суровых условиях. Если пчела кажется нам изящной и гладкой, то шмель облачен в роскошное меховое пальто. Все его туловище от головы до самого кончика брюшка покрыто густыми длинными ветвистыми волосками. Эта пушистая шуба является сложнейшим биологическим инструментом. Главная задача этого покрова — терморегуляция. Шмели по праву считаются одними из самых холодоустойчивых насекомых на планете. Их густой ворс работает как высокотехнологичный термос, удерживая тепло, которое шмель вырабатывает сам, быстро и интенсивно сокращая мощные мышцы груди. Благодаря такой шубе шмель способен разогревать свое тело до внушительных 40 градусов, даже в те часы, когда воздух вокруг едва прогрелся выше нуля. Это дает ему колоссальное преимущество перед медоносными пчелами. Пока обычные пчелы еще оцепенели от утренней прохлады и боятся вылететь из улья, чтобы не застыть на лету, шмель уже вовсю трудится на первых цветах. Но шуба полезна не только для обогрева. Она играет ключевую роль в сборе пропитания. Во время полета густые волоски шмеля из-за трения о воздух накапливают статическое электричество. Когда этот наэлектризованный гигант садится на цветок, пыльца притягивается к его телу, застревая в ветвистом ворсе. Позже, используя специальные щеточки на лапах, шмель аккуратно счищает этот ценный груз в специальные корзиночки на задних ногах, формируя плотные комочки обножки. Сама расцветка шмелиного наряда – это классический пример того, как природа использует яркие краски для самообороны. Как правило, мы видим глубокий черный фон, на котором нанесены контрастные желтые, ярко-рыжие или белоснежные полосы. В науке такую схему называют предупреждающей, апосематической окраской. Для птиц и других лесных охотников это работает как яркий дорожный знак. Стой, опасно! Контрастные полосы сигнализируют о том, что перед ними обладатель ядовитого жала, с которым лучше не связываться. Интересно, что рисунок и расположение этих полос у каждого вида шмелей свои. Это помогает им не только маскироваться, но и узнавать сородичей своего вида. У некоторых шмелей кончик брюшка может быть ярко-белым или огненно-рыжим, что служит дополнительным ориентиром. Такой эффектный полосатый кафтан в сочетании с уникальной теплой шубой делает шмеля одним из самых защищенных и выносливых обитателей наших садов и лесов. И именно эта экипировка позволяет ему оставаться верным другом растений с ранней весны до поздней осени. В размерах шмелиная семья очень разнообразная. Есть среди них настоящие крохи, как, например, полевой или малый земляной шмель. Их рабочие пчелки едва достигают в длину 9-12 мм, а есть и истинные великаны, как южноамериканский красавец. С шубкой и размерами разобрались. Переходим к голове. Голова у добродушного пушистого увольня оснащена датчиками, которым позавидовали бы создатели современных
современных летающих аппаратов. Чтобы эффективно находить пропитание и возвращаться домой, шмель использует сочетание зрения, обоняния и даже уникального для насекомых электровосприятия. Глаза шмеля – это сложная система из 5 органов зрения. 2 огромных фасеточных глаза по бокам головы отвечают за общую картину мира, а 3 маленьких глазка на темени помогают контролировать уровень освещенности и ориентироваться по солнцу. Интересно, что шмели видят мир в совершенно иных красках. Они абсолютно не различают красный цвет. Для них он сливается с темнотой или кажется глубоким серым. Однако природа компенсировала этот недостаток способностью видеть в ультрафиолетовом спектре. Для шмеля многие цветы, которые кажутся нам однотонными, пусть и разных цветов, выглядят как яркие мишени с четкими дорожными знаками или посадочными метками, ведущими прямо к нектару. Для навигации в полете шмели используют так называемый оптический поток. Быстро проносящиеся мимо предметы позволяют им оценивать расстояние и скорость движения. Это помогает им филигранно маневрировать между ветками и точно приземляться на раскачивающийся под ветром цветок. Усики антенны шмеля – сложнейшие анализаторы химического состава воздуха. Шмель обладает объемным обонянием, которое позволяет ему чувствовать запахи не просто как наличие аромата, а как четкое направление к источнику. Шмели очень четко улавливают феромоны тревоги, которые выделяют сородичи в случае опасности. Кроме того, они используют запах как средство коммуникации и конкуренции. Если шмель посетил цветок и забрал из него весь нектар, он оставляет на лепестках крошечную пахучую метку. Следующий шмель, подлетев к этому растению, мгновенно распознает запах сородича и поймет, что тратить сил на посадку здесь нет смысла, кладовая пуста. Еще одна способность шмеля – это электровосприятие. Это насекомое способно чувствовать слабое электрическое поле цветка. Когда шмель летит, его тело за счет трения о воздух накапливает положительный электрический заряд. Растения же, напротив, имеют отрицательный заряд. Когда положительно заряженный шмель садится на цветок, электрическое поле растения на время меняется. Удивительно, но шмель способен почувствовать это изменение на расстоянии. Если поле цветка искажено, это служит опять-таки для шмеля сигналом о том, что здесь совсем недавно побывал другой опылитель. И это позволяет шмелям колоссально экономить энергию, пролетая мимо уже опустевших цветов и выбирая только те, где электрический потенциал сулит богатый урожай нектара. Усики антенны на голове – это и нос, и руки шмеля. Он имеет запах, чувствует и температуру, и даже понимает, сколько влаги в воздухе. Еще у него есть длинный складной хоботок. Это его личный насос, которым он достает сладкий нектар из самых глубоких цветов, куда обычная пчела никогда не доберется. Шмели питаются исключительно нектаром для энергии и пыльцой для белка. Но так как они это делают, заслуживает отдельного восхищения. Шмель садится на цветок и начинает очень быстро сокращать мышцы груди, издавая громкий гул. От этой мощной вибрации пыльца, спрятанная глубоко в пыльниках, буквально выстреливает наружу, покрывая шубу шмеля. А если цветок слишком узкий или глубокий, а хоботка не хватает, чтобы дотянуться до нектара, шмель просто выгрызает дырочку у самого основания бутона. Он забирает сладкий приз, взламывая этот сейф, хотя при этом не происходит опыление растения. Грудь у него – моторный отсек. Там спрятаны сильнейшие мышцы, которые машут 2 парами прозрачных крыльев. Чтобы лететь было легче, шмель перед взлетом сцепляет крылышки специальными микроскопическими крючками, превращая их в одну широкую и мощную плоскость. На задних ножках у него предусмотрены специальные корзиночки, глубокие ямки с волосками, куда он аккуратно складывает комочки собранной пыльцы. И долгое время существовал научный миф, гласивший, что по законам аэродинамики шмель летать не должен. Современные ученые развенчали это утверждение, открыв вихревую теорию подъемной силы. В отличие от самолета, крылья шмеля совершают сложные эллиптические движения. Они создают над собой миниатюрные воздушные вихри, которые буквально всасывают насекомое вверх. Этот медленный, но невероятно маневренный полет позволяет шмелю зависать над цветами и нести груз нектара, почти равный его собственному весу. Брюшко у шмеля солидное, плотное
и не втягивается, как у осы, а на самом кончике спрятано грозное оружие – жало. Но тут шмель снова отличается от медоносной пчелы. У пчелы на жале зазубрины, и если она ужалит, например, человека, то оставит его в ранке и вытащить его не сможет и погибает. У шмеля же жало гладкое, он может защищаться много раз подряд, легко вынимая свое копье и оставаясь при этом целым и невредимым. Шмели, как и их знаменитые родственники медоносные пчелы, являются общественными насекомыми. Ученые называют такое устройство жизни эосоциальностью. Это значит, что шмели живут не сами по себе, а большой и дружной семьей, где у каждого есть своя четкая роль. Шмелиное общество делится на 3 основные группы. Матка, царица, это сердце и основательница колонии. Она самая крупная в гнезде и единственная, кто отвечает за продолжение рода. Рабочие шмели – это самочки, которые не могут размножаться. Весь быт семьи держится на них. Они собирают нектар, строят ячейки, кормят личинок и охраняют дом. И трутни, самцы, появляются в гнезде ближе к концу лета. Их единственная задача – найти и оплодотворить молодую королеву, чтобы жизнь рода не пресеклась. Жизнь шмелиной семьи длится всего 1 сезон. В отличие от медоносных пчел, чьи колонии могут существовать годами, шмелиный род – это история ежегодного возрождения, где все начинается и заканчивается одной единственной героиней. Все начинается в глубокой тишине под землей. Пока зимние метели укрывают поля, молодая оплодотворенная матка находится в состоянии глубокого оцепенения. Она заранее подготовила себе убежище, зарывшись в мягкую почву или лесную подстилку на глубине 10-15 сантиметров. В ее организме накоплены особые вещества антифризы, которые не позволяют клеткам разрушаться от мороза. Она единственная ниточка, связывающая прошлое лето с будущим. Когда весеннее солнце прогревает землю, королева просыпается. Она выходит на поверхность голодная, ослабленная. Первый ее вылет посвящен поиску нектара, чтобы восстановить силы. Затем начинается важнейший этап – это поиск дома. Матка придирчиво осматривает старые норы грызунов, дупла или пустоты под мхом. Найдя подходящее место, она строит первый медовый горшок из воска и наполняет его запасом корма. Затем она откладывает небольшую порцию яиц. В этот период матка и строитель, и добытчик, и нянька. Она буквально высиживает яйца, согревая их теплом собственного тела, которое она вырабатывает, быстро сокращая мышцы груди. Но скоро маме-королеве становится легче. На свет появляются ее первые помощницы, рабочие шмели. Они поменьше размером, но очень старательные. Теперь матка может остаться дома и посвятить себя только воспитанию новых деток, а ее верные дочки берут на себя все хлопоты. Они летают за едой, убираются в гнезде и строят новые восковые горшочки. К середине лета шмелиный дом гудит от счастья. В нем может жить уже пара сотен пушистых обитателей. Жизнь в темном, скрытом под землей или мхом гнезде требует от шмелей особых способов общения. Если у медоносных пчел коммуникация доведена до уровня сложного языка жестов, то шмели полагаются на более древние, но не менее эффективные методы – вибрации, химические метки и прямой контакт. Шмелиное гнездо никогда не молчит. Помимо обычного рабочего гула, здесь существует сложная система вибрационных сигналов. Ученые установили, что шмели способны издавать звуки разной частоты, которые служат определенными сообщениями для сородичей. Один из самых известных сигналов – так называемый писк голода. Когда запасы нектара в медовых горшках подходят к концу, личинки и рабочие особи начинают вибрировать крыльями и телом на специфической частоте. Этот звук мобилизирует фуражиров. Они понимают, что медлить нельзя, и отправляются на поиски корма даже в не самую благоприятную погоду. Вибрации также используются для обогрева. Если температура в гнезде падает, шмели начинают массово гудеть мышцами груди, превращая все жилище в единый живой обогреватель. Важнейшим способом передачи информации и укрепления социальных связей является трофалаксис – передача жидкой пищи нектара изо рта в рот. Вместе с порцией сладкого углеводного топлива шмели передают друг другу важные химические сигналы.
феромоны. Через такие контакты все члены семьи узнают о состоянии здоровья матки, о том, какие цветы сейчас наиболее активно выделяют нектар, и даже о возможной угрозе извне. Это позволяет колонии действовать как единый слаженный организм, мгновенно реагируя на изменения внутри и снаружи гнезда. А у входа в гнездо всегда дежурят охранницы. При приближении врага они издают предупреждающее громкое жужжание, а в случае реальной угрозы атакуют всем роем, защищая королеву и расплод. Главное отличие коммуникации шмелей от медоносных пчел – это отсутствие знаменитых танцев. Шмель-разведчик, найдя богатое поле клевера, не будет кружиться в гнезде, показывая направление и расстояние до цели. Вместо этого шмели используют химическую навигацию. Вернувшись в гнездо, успешный фуражир выделяет специфические феромоны, которые просто заводят его коллег, возбуждая их вылетать на поиск. А чтобы друзьям было легче найти нужный путь, шмели оставляют пахучие следы прямо на лепестках цветов. Эти метки служат двойной цели. Показывают, что этот вид растений сейчас особенно щедр на нектар, и сигнализируют, что нектар из этого конкретного цветка уже выпит, избавляя других шмелей от лишней работы. Таким образом, шмелиная коммуникация построена на принципах экономии энергии и максимальной практичности. Им не нужны сложные географические карты в танцах. Им достаточно чувствовать вибрацию родного дома и запах удачи, оставленный сородичами на лугу. Благодаря этой системе шмелиная семья процветает все лето, успевая выполнить свою главную задачу до наступления осенних холодов. Правда, у этих мудрецов бывают и забавные оплошности. Иногда в конце лета, когда нектар в цветах или сок в упавших фруктах начинает бродить на солнышке, получается настоящий хмельной напиток. Полакомившись таким угощением, бедный шмелик может захмелеть. Он теряет координацию, смешно кувыркается или просто засыпает на спинке прямо в цветке. Но не волнуйтесь, шмелик просто немножко отдохнет, и когда действие хмеля пройдет, он снова весело загудит и отправится по своим важным шмелиным делам. И это время самое ответственное. В гнезде появляются статные красавцы-трутни и юные принцессы, будущие матки. Матка начинает откладывать яйца, из которых выходят не обычные рабочие, а крупные самки, будущие королевы, и трутни-самцы. Трутни, в отличие от рабочих самок, не имеют жала и не участвуют в сборе нектара. Их миссия исключительно романтическая. Наступает время свадебных полетов, когда они покидают родной дом, чтобы встретить свою судьбу на цветущих лугах. К сожалению, осенью жизнь в старом гнезде постепенно затихает. Старая королева и ее преданные рабочие шмели, выполнив свой долг, уходят на покой вместе с увядающими цветами. Трутни, выполнив долг, вскоре погибают. А старая матка, которая трудилась все лето, и ее верные рабочие дочери также угасают вместе с первыми осенними холодами. Но не стоит грустить. Молодые принцессы уже нашли себе надежное укрытие в земле, где они будут спать до первой весенней капели, чтобы снова наполнить мир своим добрым и уютным жужжанием. Жизнь шмеля полна не только созидательного труда, но и постоянной борьбы за выживание. Несмотря на мощное телосложение и наличие ядовитого жала, у этих пушистых гигантов есть и опасные враги, которые действуют не грубой силой, а хитростью и коварством. Самые страшные из них — это те, кто пробирается в самое сердце семьи, разрушая ее изнутри. Самым удивительным врагом является близкий родственник кукушкин шмель, о котором мы говорили. Еще помимо врагов, которые можно увидеть, шмелей атакуют невидимые глазу патогены. Одним из самых опасных заболеваний является заражение микроспоридиями. Это грибковые паразиты, которые поражают кишечник и репродуктивные органы насекомого. Особенно разрушительно это заболевание действует на маток. Зараженная королева слабеет, теряет способность эффективно откладывать яйца или вовсе становится бесплодной. Это ставит под угрозу существование всей семьи. Если матка не может производить здоровое потомство, колония быстро угасает, не дожив до конца лета.
И если кукушкин шмель захватывает гнездо, то мелкие мухи-горбатки превращают в инкубатор само тело шмеля. Эти крошечные насекомые – настоящие кошмары для фуражиров. Муха преследует шмеля в воздухе и, выбрав момент, на лету откладывает яйцо прямо в сочленение сегментов его тела. Вылупившаяся личинка проникает внутрь и начинает медленно поедать шмеля, обходя жизненно важные органы, чтобы хозяин как можно дольше оставался живым и обеспечивал личинку свежим кормом. В конечном итоге шмель погибает, а из его хитинового панциря выходит взрослая муха. Все эти опасности – часть строгой, но важной игры природы, которая следит, чтобы шмелей не стало слишком много. Однако сейчас, когда на полях стало меньше цветов, а химии больше, нашим пушистым героям становится все труднее справляться с этими невзгодами. Шмели – это ключевое звено в поддержании жизни на планете. Их вклад в экологию настолько велик, что ученые заслуженно называют их суперопылителями. Если обычная медоносная пчела – это дисциплинированный работник, то шмель – это настоящий стахановец мира насекомых. И человек давно научился использовать таланты шмелей, но не для сбора меда, а в сельском хозяйстве. Сегодня существует целая индустрия по разведению шмелиных семей, специально для работы в теплицах. Шмели – идеальные опылители для томатов, перца, клубники. Их использование позволяет повысить урожайность и значительно улучшить качество плодов. И в отличие от пчел, шмели гораздо лучше ориентируются в замкнутом пространстве теплиц и не проявляют агрессии к рабочим, если их не тревожить специально. История шмелей – это еще история великих переселений, организованных человеком. Самый известный пример – это Новая Зеландия. Когда европейские поселенцы завезли туда красный клевер, выяснилось, что местные насекомые не могут его опылять из-за слишком глубоких цветков. Чтобы спасти сельское хозяйство, в конце 19 века туда были специально доставлены европейские шмели. Они успешно прижились на новом месте и до сих пор исправно несут свою службу мохнатых пахарей. Но человек думал только о своей выгоде, не подумав о балансе в природе. Новая Зеландия – это уникальный изолированный мир. Местные пчелы-одиночки и другие насекомые не привыкли к такой мощной конкуренции за нектар. Шмели объедают коренных жителей, что ведет к сокращению их численности. И шмели начали опылять не только полезный клевер, но и занесенные европейские сорняки, например, утесник. Раньше эти растения не могли размножаться без опылителей, а со шмелями они начали захватывать дикие пастбища и вытеснять местную флору. Также вместе со шмелями из Европы приехали шмелиные паразиты и вирусы, к которым у местных насекомых нет иммунитета. Да и у многих видов шмелей положение сегодня крайне тревожное. Насекомые начинают массово вымирать, и причин тому несколько. Шмели страдают от паразитических клещей, которые вызывают страшный симптом – синдром деформации крыла. В народе его иногда называют синдромом сплющенного шмеля, так как насекомое рождается с недоразвитыми, искривленными крыльями и не может летать. Применение химии на полях наносит сокрушительный удар по нервной системе шмелей. Они теряют ориентацию, забывают дорогу домой или погибают на месте. Исчезновение диких лугов и превращение их в монотонные пашни лишает шмелей разнообразия корма и мест для гнездования. Многие виды шмелей уже находятся на грани исчезновения. Но понимая их ценность, люди начинают создавать специальные заказники и микрозаповедники. Ведь шмели еще и являются великолепными биоиндикаторами. Если на какой-то территории вдруг исчезают шмели, это верный признак беды. Их отсутствие может говорить о высокой токсичности почвы, накоплении в ней тяжелых металлов. И сохранение шмелей – это не просто забота об одном виде насекомых, это забота о нашем собственном будущем. Ведь там, где гудит шмель, природа остается живой, а наши столы полны плодов и ягод. Шмель – это удивительное сочетание природной мощи, интеллекта и пользы. И понимая, как устроена жизнь этих насекомых, мы учимся больше ценить хрупкое равновесие нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.